Привет, меня зовут Михаил, и я очень люблю мясо. Сегодня я покажу, как сделать хорошие стейки дома. Но сначала бокальчик красного. Как можно есть мясо или готовить мясо без вина, да? Итак, что я делаю сегодня? Вырезка. Я сделаю два варианта ее пожарки. Первый вариант а-ля филе миньон во французском стиле со сливочным маслом. Второй вариант для тех, кто соблюдает диету. Итальянская быстрая обжарка. В любом случае я буду стараться делать максимум medium, а стремиться к medium rare, потому что только Трамп ест well done steak, да? Поэтому поехали. Сначала я вот таким разделочным ножом аккуратно срезаю жилку. Она нам не нужна совсем. Значит, вырезка — это самая дорогая, самая нижняя часть мяса. Да? Многие считают, что она недостаточно вкусная, но я считаю, что это глупость. А для домашнего повара идеальный кусок мяса, чтобы не ошибиться. Теперь я разрежу мой кусок пополам. И вот это я буду запекать. Это филе миньон. Я буду запекать его одним куском. А это я разрежу на два более тонких стейка. Чтобы мясо, вот этот крупный кусок, держал форму, я его аккуратненько свяжу ниткой, потому что я хочу, чтобы мясо получилось круглое, красивое по форме. Лишнее я отрезаю. Я беру оливковое масло и немножко поливаю стейки. Это мне нужно для того, чтобы соль и перец пристали к мясу лучше. Значит, у меня чугунная сковорода. Мне нужно ее сильно раскалить. И вторая сковорода без антипригарного покрытия, на которой я буду делать филе миньон. У меня есть великолепный перец из Мадагаскара, который я купил в Германии до коронавируса. Я хочу его чуть-чуть обжарить, чтобы перец дал аромат. И потом я посыплю мясо этим перцем. Посыпаю мясо солью. Со всех, маленькие стейки с двух сторон, да. А мой филе миньон я посолю со всех сторон. Не надо бояться соли, потому что кусок большой и не будет мясо пересоленное. Как только пойдет дым, можно его снимать. Вот у меня пошел дым. Это значит, что перец готов. Он даже, видите, немножко меняет цвет. И пока он не сгорел, я пересыпаю его в ступку и растолку. Теперь сюда я добавляю оливковое масло. И кладу мой филе. Мне нужно, чтобы мясо образовалась корочка, потому что тогда соки останутся внутри мяса. Обжариваю со всех сторон. Сковорода без антипригарного покрытия дает вам понимать, когда у вас мясо готово. Когда мясо легко отлипает от сковородки, значит, вам та корочка, которая нужна, она есть. Мы же недавно снимали в ресторане, как готовят мясо в ресторане. Я не пытаюсь конкурировать с профессионалами, но я категорически убежден, что хороший стейк можно сделать дома. Это быстро, просто и значительно дешевле, чем в ресторане. Я очень редко заказываю поэтому стейки в ресторанах, потому что я считаю, что дома приготовить великолепный стейк очень просто. Так, еще с этих сторон. Добавлю примерно 25 грамм сливочного масла, тимьян, розмарин, чеснок. И буду ложкой поливать стейк и периодически переворачивать. Специи дадут аромат масла, и мясо пропитается этим ароматом
Переверну. Проверяю, чтобы не было очень горячее. Если это мясо я постоянно буду переворачивать, то здесь я хочу добиться грильной вот этой решетки. Поэтому нужна очень горячая сковорода и немного спокойствия. Я думаю, что нормально. И это мясо я вообще не буду трогать пару минут. Я всегда говорю, что французская кухня, она немножко более сложная, чем любая другая. Потому что итальянские вещи, вот они раз-раз положил. А здесь, конечно, есть элемент многодельности, но оно того стоит. В чугунной сковороде мясо тоже прилипает и отлипает, когда оно достаточно прожарилось. Поэтому здесь главное не нервничать. Ой, горячо. Вот. Раз. Два. И спокойствие. Занимаемся этим куском. Так, самое время растолочь перец. Толку перец. Ой, какой аромат. Смотрим. И теперь мне нужно упернуть вот так, чтобы образовалась красивая решетка. Как узнать, готово мясо или нет, да? Есть знаменитый способ пальца. Вот так medium rare, так medium, так medium well, а вот это можно выкинуть, оно будет пережаренным. То есть мое мясо сейчас уже практически готово. И я последний раз его поливаю жиром и снимаю, чтобы оно пару минут отдохнуло. Также вытаскиваю чеснок. Я очень люблю такой жареный чеснок. Это великолепный аккомпанемент к стейку. И переворачиваю это мясо. Вот. А? Могу, когда хочу. Еще буквально минуту. Буквально минуту. Как раз я заслужил. Чуть-чуть перца. Чуть-чуть перца сюда. Переверну. Перец сюда. Теперь я срезаю нитку. Она больше мне не нужна. Готово. Перец. Немножко модной соли листиками. И можно делать селфи с мясом. Немножко дымно, но что делать? Дым-то хоть рассеялся немножко? Нет. Что делать? Помахать? Открыть окно на пол. И вот что у меня получилось. То есть medium rare, очень сочная, очень нежная. Это один вариант. Так, и пробуем это. Вот какое прекрасное мясо. Оно теплое, то есть оно абсолютно готово. Можно даже для красоты вот так вот сделать. Сейчас несу гостям, а сам
В ресторане, конечно, есть тема с дымком. И, если честно, мне вот этот простой вариант даже сегодня нравится больше, чем со сливочным маслом. Потому что он совсем идеальный. То есть мясо, только аромат его. Здесь добавляется немножко чеснок, немножко сливочное масло. Не знаю, какое лучше. Я не претендую, что я готовлю лучше поваров и никому не навязываю. Но я считаю, что приготовить такое мясо дома очень легко, очень быстро, полезно и вкусно. Готовьте, пробуйте новое, подписывайтесь, ставьте колокольчики, ставьте лайки, потому что мясо достаточно дорогое, да, и мне нужно как-то им-то образом